Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён делал вид, что всю жизнь ест лапшу таким способом, а Чангук охотно ему верил, но подвох все же чувствовал. Девятое место. Если разобрать на детали видео, от красных ноготков, что проходятся по спине Тэхёна, до взгляда Тэхёна, от которого пробегают мурашки у Чангука, то можно вообще забыть, на какой вы планете и зачем, собственно, родились. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вив сердце. Скрытое послание Чангука в новой татуировке. Признание в любви от Чангука для Тэхёна». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Выбирают комфорт и экономию. Седьмое место. Есть язык, на котором мы говорим без слов, где простое прикосновение говорит «Я здесь, я выбираю тебя, и я всегда буду это делать». Шестое место. Поведение пары. Хватит флиртовать. Я чувствую себя третьим лишним. Любовь – это делиться своим обедом.
5 место. Он очарован. Четвертое место. Забота. Самое безопасное и комфортное место Тэхёна. Тэйкук рядом самые уютные и нежные. Третье место. Новости. Тэхён сказал: когда я делал первый бросок, я все время думал, как я могу бросить лучше. Поэтому я посмотрел много видео и немного попрактиковался. В следующий раз я хочу серьезно изучить бейсбол и попробовать свои силы в подаче по-настоящему. Думаю, моя точность неплохая, но скорость пока не та. Тэхён действительно показал невероятное усердие и целеустремленность. Даже за короткое время он готовился, изучал видео, тренировал технику, и все ради того, чтобы выступить лучше. Внимание на бицепсы Тэхёна. Когда Чангук попросил Пикбоя, одного из самых близких друзей Тэхёна, из Вуга Squad, быть диджеем на его вечеринке Golden. Пикбой о закрытой листенинг-пати альбома Golden Чангука. Самый запоминающийся момент – это открывать вечеринку прослушивания Чангука. Это было мероприятие, которое он организовал, пригласив своих знакомых. А я как раз был на мероприятии Calvin Klein в Японии, и он тоже там оказался. После мероприятия мы пошли поесть, и Чангук сказал мне: «Я собираюсь устроить листенинг-пати, можешь быть моим диджеем?» Я ответил: «Конечно». Все тогда выглядели невероятно стильно. Дресс-код был черно-золотой, в тот день было очень весело. А самое забавное, даже знаменитости пришли, и это меня действительно удивило. Там было много звезд, с которыми обычно не встретишься. Не секрет, что близкие друзья Тэхёна – это уже и друзья Чангука. Любовь – это когда тебя хотят. Трогать, ощущать, слушать. Это невозможно изобразить, сыграть, если этого нет. Поэтому любовь – хотеть касаться. Музыкальный критик Ким Янде назвал Тэхёна новым артистом года на церемонии Noozle Music Awards телеканала JTBK. Он охарактеризовал Slow Dancing как редкую жемчужину, олдскульное R&B звучание, которое редко встречается в кей-поп, одновременно уютное и роскошное, музыку, которую можно по-настоящему прочувствовать. По его мнению, альбом Тэхёна стал одним из самых впечатляющих и шокирующих произведений, доказывая, что его артистизм выходит за рамки трендов и ожиданий. Лично для меня песня Slow Dancing, ведь это личный выбор. Я слушал ее очень много. Это очень олдскульная R&B песня, которую редко можно услышать в кей-поп,
И, на мой взгляд, она обладает особым вайбом. Потому что обычно даже в самых модных жанрах сегодня есть много ключевых элементов, которые нравятся так называемому поколению Z. Но он вышел за рамки своего привычного стиля и сделал музыку с очень комфортным, но при этом роскошным звучанием, которое действительно хочется слушать. И лично для меня это было одним из самых поразительных музыкальных произведений, ведь я не ожидал такого альбома от участника V. Инструкция, как вернуть внимание любимого, если он вдруг отвлекся на постороннее. Это слишком мило. Такие влюбленные. Тэхён и его внезапные домашние селфи. И этот вайб до сих пор айконик. Белла Тайван пишут, является ли король рекламы Ким Тэхён. У всех 7 участников из группы множество контрактов, но именно Тэхён доминирует от люксовых брендов до кофеин, от глобального амбассадора Celine и Cartier до Coca-Cola. Он подтверждает свой статус любимца брендов с 6 крупными рекламными контрактами, демонстрируя свою неудержимую универсальную харизму. Юный Тэхён – отдельный вид очарования. Мем Тэхёна со счетом за электричество рассмешил поклонников. Тэхён опубликовал мем, вызвавший бурные реакции. Пост был посвящен высоким счетам за электричество. На видео использовалась подпись «Мама и папа, когда увидели счет за электричество». Фоном звучала песня Тедди Пендерграсса «Turn off the lights», в которой есть строчка «Turn off the lights», «Light a candle», «Выключи свет», «Зажги свечу», что превратило ролик в ироничный комментарий на тему бытовых расходов. Тэхён поделился этим видео и добавил свою реакцию в подписи: «Я так смеялся, что у меня болит живот». Недавно Тэхён также провел прямой эфир на Weverse. Артист исполнил несколько композиций, среди которых была дабл-тейк британско-индийского исполнителя Тхрува Шармы, популярная в Юго-Восточной Азии, особенно на Филиппинах и в Таиланде. После эфира Тхрув Шарма отреагировал, поблагодарив Тэхёна и подписавшись на его аккаунт. «Каждый эдит с Чангуком – это минус пару лет жизни, потому что я давлюсь от зависти к тем, кто смог увидеть его вживую». В память оставшим звездой Йентоне. Фанаты вспомнили о Йентоне, любимой собаке Ви, отметив его день рождения значимыми пожертвованиями. 7 сентября исполнилось бы 8 лет Йентону, который теперь сияет на небесах как звезда. Он получил от поклонников столько любви, что его называли 8-м участником BTS. Известно, что Йентон был слабым с самого рождения.
В интервью в декабре 2021 года Тэхён, отвечая на вопрос, кому бы вы написали открытку с благодарностью к концу года, сказал, что хотел бы написать ее Йентону. Тани родился нездоровым. Спасибо ему за то, что держался, выдерживал и оставался с нами. Я бы хотел, чтобы мы до конца его жизни вместе создавали веселые воспоминания. И я хочу увидеть взрослого Тана. Йентон вошел в число самых известных питомцев знаменитости наряду с собакой Арианы Гранде, кошкой Тейлор Свифт и собакой Тома Холланда. Британское издание Metro и ведущий CBS Entertainment Tonight Дэнни Директа называли его самым знаменитым псом в мире. В день его рождения, 7 сентября, хэштег #ForEverVitan занял первое место в мировых трендах Twitter, а Танай второе, показывая, что поклонники продолжают хранить память о нем. Фанаты отметили этот день разнообразными благотворительными акциями. Глобальный фан-клуб Тэхёна и британский в память о Йентоне пожертвовали средства в британскую организацию РСПК, которая занимается спасением, лечением и реабилитацией животных. Испанский фан-клуб Тэхёна передал пожертвование в первый в Испании приют для животных Vegan Sanctuary Foundation, почтив воспоминания и любовь, связанные с Йентоном. Индийский фан-клуб Тэхёна направил помощь фонду ОГЗ для поддержки животных, пострадавших от наводнений. Бразильский фан-клуб сделал пожертвование в организацию CL, занимающуюся защитой животных. А фан-клуб Мьянмар перечислил средства приюту Oasis Shelter, где заботятся о бездомных питомцах. Таким образом, день рождения Йентона стал не только поводом для воспоминаний, но и источником добрых дел, сохранившим его память в сердцах людей. Я никому не дам забыть таких Тэйкук. Этот вайб Чангука. Вы не представляете, что делает со мной этот Эдит с Тэхёном. Самое время залипнуть на этой шее. Тэхён сказал этой фанатке, что у нее на зубах пятно от помады, и как он прикрыл ей рот, чтобы она могла стереть его, и чтобы никто не заметил, а потом проверил, удалось ли ему удалить пятно, он такой джентльмен. «3 сентября 2011 года
Тэхён и Чангук впервые встретились в тогда еще начинающем свое становление агентстве Big Hit. С самого начала Тэхён стал для Гука опорой, помог ему вылезти из скорлупы, раскрыться и стать увереннее в себе. Очевидно, что их близость с самого начала особенная и ценная для обоих, и они всячески это подчеркивали. Давайте вспомним некоторые моменты этой удивительной истории. 3 сентября 2016 они одели парные кольца с гравировкой, которые поклонники подарили им на фансайне и носили долгое время, не снимая. На одном из таких мероприятий Чангук ответил на вопрос фанатки, что на день рождения Тэхёна он подарил ему любовь. Чангука чаще обычного можно было увидеть носящим Тэхёна на руках, а Тэхён – восхищающимся его мускулистым телом. У них общий плейлист, и они знают вкусы друг друга во всем. Вместе смотрели дорамы и разыгрывали сцены из них, будто влюбляясь друг в друга, и все свободное время старались проводить только вдвоем. Участники даже называли их за это затворниками. На поздравительной открытке для Тэхёна Чангук написал: «Только для Чангука, Тэхён только его Тэхён». Тэхён считает, что лучший рамен готовит только Чангук. Чангук всегда называет Тэхёна самым красивым мужчиной, а Тэхён уверен, что у Чангука самый лучший голос в Корее. Чангук, по словам Тэхёна, больше Хён и всегда заботится о нем. Тэхён любил обниматься во сне, и все считали это странным, но Чангук всегда обнимал в ответ, считая это очень милым. Чангук спокойно съест выпавший изо рта Тэхёна кусочек еды. Вместе несли наказание и прикрывали друг друга, являясь партнерами по преступлениям. Чангук – самый преданный фанат Тэхёна, а Тэхён без ума от всего, что делает Чангук, считая его человеком, способным сделать все, настолько он хорош. Все начинают с низов, а Чангук всегда устанавливает самую высокую планку и добивается успеха. Это невероятно. Эта встреча стала началом их совместной истории и уникальной связи, которая тронула сердца миллионов людей по всему миру. Их отношения – это сочетание дружбы, любви, взаимопонимания и поддержки. Они, как два магнита, притягиваются друг к другу, создавая прочный союз. Несмотря на разного рода слухи, их связь остается особенной, неповторимой и прочной. Они продолжают вдохновлять друг друга, поддерживать и вместе преодолевают все трудности. Они – пример того, как построить крепкие и искренние отношения, беречь чувства, хранить любовь. Я хочу тебя любить всегда. КМИДИ опубликовали статью о BTS, назвав их живыми легендами, поскольку они не показывают признаков упадка. Каким будет кей-поп в 2025 году, рассказывая об айдол-группах третьего поколения, ставших самыми влиятельными на мировой сцене за всю историю кей-поп-музыки? Те, кто дебютировал в начале и середине 2010-х, подошли к старту со всей серьезностью и ответственностью. Хотя не все добились успеха, но лучшие из них показали результаты не только на занятиях, но и на протяжении всей школы, чем удивили всех. В сентябре 2025 года мы подведем итоги. Кто из третьего поколения пережил судьбоносные 7 лет, кто отслужил в армии и готовится к своему десятилетию. И говорить о мировых достижениях кей-поп без BTS уже невозможно. Достаточно того, что их мировые рекорды сравнивают с рекордами The Beatles. Это само по себе является предметом национальной гордости. И даже после 2 продлений контрактов, службы в армии и десятилетнего рубежа, они готовятся к возвращению как группа. Вот что такое живые легенды. Влияние BTS на мир продолжает превосходить все ожидания. Пока существуют социальные сети, и даже если они исчезнут, название BTS останется в памяти везде, куда доберется цивилизация.
Стратегия Бан Шихёка «популярность ради популярности» была гениальным ходом, и, несмотря на скандалы, никаких признаков упадка не ощущалось. Это не признак кризиса, просто прочное положение. BTS теперь становятся живыми легендами. 12 июня 2013 года BTS дебютировали под лейблом Banksy Hayek as Idols. Их первый сингл в стиле гангста-хип-хоп, указание продюсера, смена участников перед дебютом, отсылки к другим группам – все это делало их новичками. Но акцент на хип-хопе, навыки написания песен Намджуна и Юнги, а также танцевальная мощь Чимина и Хосока заложили основу, которая впоследствии существенно повлияла на качество альбомов. Для меня твоя поддержка самое главное. А ведь это реальные фотки. Так нежны друг с другом и так нежно прикасаются. Вы же помните слова Брайана о Чангуке? Чангук – это тот, кто меняет жизни. Мне казалось, что прежде всего Чангук хотел быть хорошим человеком. Это и стало ключом к тому, что он стал великим артистом, профессионалом и другом. Он всегда приветствовал каждого в комнате, независимо от должности или работы, которую тот занимал. Он меняет жизни, сам того не осознавая. Я смог увидеть, как много людей он изменил за то время, что я был рядом. Сблизившись с ним и став его другом, я многому научился. Какие они нежные! Некоторые фото Чангука, которые вы, возможно, еще не видели. Второе место. Это так интимно. Мне так плохо из-за этого видео.
Чангук глазами Тэхёна. Первое место. Нет, ну, я бы на месте Чангука вообще зубами вцепилась, лишь бы не отпускать. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.